Общество считает тебя элитой. Про тебя пишут статьи. Блогеры рассказывают, как войти в IT. Школьники мечтают оказаться на твоем месте, пить раф на альтернативном молоке, сидеть в коворкинге с макбуком, получать свои 300, 400, 500 тысяч рублей в месяц. Ты получаешь больше, чем большинство людей в стране. Ты работаешь удаленно, у тебя ДМС, опционы, корпоративный английский и бесплатные снеки в офисе, если ты вообще приходишь в офис. Ты искренне веришь, что ты повелитель машин. Ты пишешь код, они его исполняют. Ты творец, ты управляешь. Но что, если я докажу тебе одну жуткую вещь? Ты ничем не управляешь. На самом деле это машины наняли тебя, чтобы ты их обслуживал. Ты думаешь, что ты хозяин системы. Но посмотри, кто звонит в 3 ночи, посмотри, кто просыпается, посмотри, кто не может позволить себе выключить телефон. Давай посмотрим на твою реальность, без глянцевых IT-блогов, без истории успеха в LinkedIn. Как прошел твой вчерашний день? Ты проснулся за 15 минут до утреннего стендапа. Не потому что выспался, потому что нельзя опаздывать. Ты не умылся сразу, надел ту же футболку, что и вчера. Все равно камера только лицо показывает. Сел в ортопедическое кресло за 100 тысяч рублей, включил веб-камеру, поставил размытый фон, чтобы не было видно беспорядка, и начал свой рабочий день. Посмотри на свою комнату. Шторы закрыты, потому что солнечный свет бликует на мониторе. На столе пустые кружки, коробки от доставки еды, банка энергетика и витамины D3, магний, омега. Ты принимаешь D3, потому что твой организм давно забыл, как выглядит настоящее солнце. Ты принимаешь мелатонин, потому что твой мозг, разогнанный кофеином и дебагингом до часа ночи, отказывается выключаться самостоятельно. Твоя спина медленно, но уверенно принимает форму вопросительного знака. Мануальный терапевт говорит «меньше сидеть». Ты киваешь и идешь обратно за стол. У тебя дедлайн. Твои глаза сохнут от 10-12 часов непрерывного контакта со светящимся прямоугольником. Окулист выписал капли. Ты купил, забываешь капать. Когда ты в последний раз выходил на улицу просто так, не за едой, не к врачу, не потому что надо, а просто так, без цели, без телефона в руке? Когда ты в последний раз касался чего-то, что не сделано из пластика, алюминия или стекла? Твоя квартира – идеальная, комфортная золотая клетка. Ты сам ее обустроил, сам купил все необходимое, сам сделал ее максимально удобной для работы. Для работы, не для жизни. Ты оптимизировал свое жилое пространство для производительности, как сервер оптимизирует под нагрузку. Ты – биологический аккумулятор. Ты заряжаешься ровно настолько, чтобы дать следующий цикл производительности. Сон – это не отдых, это техническое обслуживание. Тебе платят за создание продуктов. Давай поговорим о том, что именно ты создаешь. Ты не строишь мосты. Мосты стоят 200 лет. Ты не лечишь людей, ты не выращиваешь еду. Ты не делаешь ничего, что можно потрогать руками. Твоя жизнь сузилась до черного экрана с цветными буквами. Твоя главная задача в большинстве случаев – переложить JSON из одной базы данных в другую с нужной трансформацией. Интегрировать один костыльный API с другим костыльным API. Написать адаптер между двумя системами, которые изначально не думали друг о друге. Ты проводишь недели, ковыряясь в легаси-коде. В коде, написанном разработчиком, который уволился 3 года назад, не оставил документации и которого ты втайне ненавидишь. Ты не знаешь, почему этот метод написан именно так. Комментарий только один. W/to-do переписать. Дата написания – 2018 год. Ты переписываешь одни и те же микросервисы, чтобы система работала на 200 миллисекунд быстрее. Ты участвуешь в митингах про митинги. Ты оцениваешь в сторипоинтах задачи, смысл которых не вполне понимаешь, потому что бизнес не умеет объяснять, а ты не умеешь спрашивать достаточно настойчиво. Ты превратился в интерфейс-переводчик. Ты стоишь между неадекватными требованиями бизнеса и бинарной логикой сервера. На одной стороне люди, которые хотят кнопку вот здесь и чтобы работала, на другой стороне машина, которой нужна строгая инструкция без двусмысленностей. Ты переводишь с одного языка на другой и получаешь за это 400 тысяч в месяц.
Ты мягкая биологическая прокладка между двумя железками. И когда нейросети научатся делать эту трансляцию чуть лучше, чуть стабильнее, чуть дешевле, система выплюнет тебя, без злого умысла, просто потому что появился более эффективный компонент. Уже сейчас ChatGPT пишет джуниорский код лучше джуниора. Уже сейчас Copilot закрывает 80% рутины. Уже сейчас компании сокращают найм, не увольняют, именно сокращают найм. Зачем нанимать 5, если 3 справляются с AI-инструментами? Ты думаешь, тебя это не касается? Ты слишком опытный, слишком специфичный, слишком незаменимый? Разработчик Nokia в 2008 году тоже был незаменимым. Из-за того, что ты проводишь всю жизнь внутри кода, твоя психика начинает деформироваться. Медленно, почти незаметно, как утечка памяти. Маленькая, постоянная, и в какой-то момент все виснет. Ты выходишь на улицу, редко, но выходишь, смотришь на дерево и ловишь себя на мысли о фрактальной генерации ветвей. Ты идешь по парку, и реальный мир кажется тебе скучным, медленным, как игра с плохой оптимизацией и низким FPS. Люди двигаются как NPC, разговоры кажутся избыточными. Зачем говорить 3 предложения, если можно написать одно сообщение? В реальном мире нет Ctrl-Z. Сказал что-то не то, нельзя откатить. Совершил ошибку, нельзя откатиться к предыдущему коммиту. Это раздражает. Реальный мир неудобный, нелогичный, медленный и не поддается отладке. Люди начинают раздражать. Они не действуют по алгоритмам, они непредсказуемы, они противоречат сами себе, они говорят одно, имеют в виду другое. Ты теряешь терпение к этому. Эмпатия атрофируется так же, как твои мышцы без физической нагрузки. Незаметно, пока не попробуешь воспользоваться. Тебе проще написать бота для ответов в Telegram, чем созвониться с другом. Проще задокументировать процесс, чем объяснить его живому человеку. Проще написать скрипт для автоматизации, чем договориться с коллегой вручную. Ты начинаешь воспринимать людей как плохо задокументированные API, с непредсказуемым поведением, без официальной документации и с деприкейтнутыми эндпоинтами. И общение с ними кажется тебе неэффективным. Это не характер, это профессиональная деформация. Твой мозг адаптировался к работе с детерминированными системами, и теперь он применяет ту же модель к миру, которому она не подходит. Тревожность. Она живет где-то фоном у большинства разработчиков, но редко называется своим именем. Ты называешь это стресс, перегруз, надо отдохнуть. Но когда ты последний раз был в состоянии, когда не нужно было ничего решать, ни за что переживать, ни о чем думать? Синдром самозванца. Ты получаешь хорошую зарплату. Ты боишься, что тебя разоблачат, что окажется ты не так хорош, как считают, что коллеги знают, что до чего не знаешь ты, что на следующем код-ревью найдут что-то ужасное, что ты просто хорошо маскирующийся человек, который гуглит Stack Overflow лучше других. Каждый второй разработчик знает это чувство. Почти никто не говорит об этом вслух. Поговорим о теле. Честно, что оно пережило за 5 лет работы в IT? Зрение. 12 часов в день на экран – это примерно 4000 часов в год, или треть всего времени бодрствования. Синий спектр, постоянная фокусировка на одном расстоянии, редкое моргание. Миопия прогрессирует. Синдром сухого глаза – хроническое состояние. Офтальмолог говорит 20-20. Каждый раз ты киваешь и идешь обратно. Позвоночник. 8-12 часов в статичной позиции – это нагрузка, которую позвоночник не создан выдерживать, даже в самом дорогом кресле. Именно в IT самый высокий процент межпозвоночных грыж среди офисных профессий. Мануальщик ставит в очередь на 2 месяца вперед, его пациенты преимущественно IT. Сон. Ты работаешь допоздна, потому что вечером лучше концентрация, или дедлайн. Засыпаешь с трудом, потому что мозг перегрет, просыпаешься с ощущением, что не выспался. Хроническое недосыпание снижает когнитивные способности, в том числе те, за которые тебе платят. Ты компенсируешь кофеином. Кофеин мешает спать, круг замкнулся.
сердечно-сосудистая система, сидячий образ жизни, хронический стресс, нерегулярный сон, кофеин и энергетики. В 35 у многих разработчиков давление, как у 50-летних. Кардиолог в частной клинике уже не редкость в IT-тузовке. Это не совпадение. Твоя зарплата – это не награда за интеллект. Это компенсация за спину, за глаза, за нервную систему, за ночные дежурства, за то, что ты добровольно сжигаешь свое тело ради работоспособности систем, которые переживут тебя. Но главный ужас приходит ночью. 3 часа ночи. Ты, наконец, заснул через мелатонин, через усталость, через насилие над собственным биоритмом. Тяжелый, неглубокий сон. Тот самый, после которого не чувствуешь себя отдохнувшим. Резкий сигнал уведомления. Pager Duty или Slack или On-Call. Упал прод, отвалилась база, сервер не отвечает, 500-я ошибка на критическом эндпоинте. И в эту секунду ты понимаешь, кто здесь настоящий хозяин. Хозяин зовет. Раб просыпается. Ты вскакиваешь в темноте, с красными глазами, с сердцем, которое колотится. Ты еще не совсем проснулся. Тело просыпается быстрее, чем мозг успевает осознать, что происходит. Это рефлекс. Ты выработал его за годы. Как условный рефлекс Павлова, только вместо слюны – адреналин, и вместо еды – уведомление о падении продаж. Ты открываешь ноутбук, логинишься, лезешь в логи, находишь, чинишь, деплоишь, проверяешь. Зеленая галочка загорается в 5 утра. Ты закрываешь ноутбук, смотришь на потолок. Стендап в 9. Это происходит не каждую ночь. Иногда раз в месяц, иногда чаще. Но важно не как часто. Важно, что ты не можешь выключить телефон. Ты не можешь поехать туда, где нет сигнала. Ты не можешь взять отпуск и действительно уйти, потому что ноутбук все равно едет с тобой, на всякий случай. Ты — сиделка при тяжелобольном цифровом монстре. Он не умирает, он постоянно болеет, и ты постоянно рядом, 24/7. Не по договору, по тревоге. Потому что если он упадет и тебя не будет рядом, это будет твоя вина. А смысл? Ты создаешь что-то, что тебе важно? Код, который ты пишешь, он меняет что-то в мире? Не в смысле наш стартап меняет индустрию из питч-дека. В смысле, ты просыпаешься утром и думаешь, сегодня я сделаю что-то значимое. Или просто открываешь Jira, берешь задачу, пишешь код, пушишь, берешь следующую. У большинства разработчиков нет ответа на этот вопрос. И это не их вина. Просто индустрия не задает его. Индустрия задает другие вопросы. Какой у тебя грейд, какой стэк, какая зарплата, знаешь ли ты алгоритмы? Ты можешь отлично знать алгоритмы, получать хорошую зарплату и не понимать зачем. Это не кризис среднего возраста. Это профессиональная пустота, которую принято не замечать, потому что деньги есть. Закрой IDE на секунду. Оторви взгляд от монитора. Я не говорю тебе уйти и зайти. Это не тот разговор. IT — реальная профессия с реальными возможностями. Хорошие деньги — это не иллюзия, это факт. Я говорю о другом. О том, что можно зарабатывать хорошо и при этом не превращаться в биологический компонент системы. Это выбор. Не простой, не автоматический, именно выбор. Твоя зарплата — это компенсация за то, чем ты жертвуешь. Спину, глаза, нервы, ночи, связь с физическим миром. Это справедливая цена? Ты сам ее установил, или она сложилась сама, по умолчанию, пока ты не смотрел? Есть разработчики, которые работают 40 часов в неделю, не 60, которые не отвечают на сообщения после 18, которые не берут ноутбук в отпуск, которые делают карьеру, медленнее, возможно, но делают, и при этом знают, как выглядит небо не через мониторное стекло. Они существуют. Их меньше, потому что система поощряет других, но они существуют. Один вопрос. Просто один. Ответь себе честно, не вслух. Если бы деньги были одинаковые везде, ты бы все равно выбрал эту работу в этом режиме. Спустись в комментарии, напиши честно, сколько часов вчера ты смотрел в монитор и сколько провел с живыми людьми. Не в Zoom, а физически рядом. Просто цифра. Давай посмотрим, что получится в сумме. Подпишись на канал и возвращайся к своему коду. Хозяин ждет.